Одной из наиболее поразительных записей, найденных в личных архивах Фридриха Юргенсена, была запись разговора, который он провел при помощи магнитофона с родственником, погибшим еще во времена Второй мировой войны. Во время сеанса электронной записи голос покойного родственника отчетливо назвал точные координаты и место, где захоронен солдат, считавшийся без вести пропавшим. Поначалу Юргенсен воспринял услышанное с долей сомнения, однако ради проверки передал координаты группе исследователей, занимавшихся поиском и идентификацией останков пропавших на войне солдат. Спустя некоторое время международная команда археологов и поисковиков отправилась по указанным в записи координатам и произвела раскопки, обнаружив останки человека в военной форме, на которой сохранились личные вещи и медальон с информацией, позволяющей абсолютно точно идентифицировать личность пропавшего бойца. После длительных экспертиз и ряда генетических тестов удалось с абсолютной точностью подтвердить личность солдата, а также совпадение всех фактов, упомянутых покойным родственником Юргенсена в мистическом аудиосообщении. Результаты расследования и раскопок были официально задокументированы, вызвав огромный резонанс среди специалистов по аномальным явлениям и представителей академических кругов. Другой, не менее впечатляющей и фактически подтвержденной записью была магнитофонная пленка, на которой Юргенсен записал голос известного театрального актера, скончавшегося задолго до появления самой технологии звукозаписи. Голос называл даты и исторические события, связанные с личной жизнью актера, которые в тот период были известны только узкому кругу историков и не могли быть общеизвестными или доступными широкой публике. Позже, после скрупулезного изучения архивных документов, хранившихся в закрытых архивах Национального музея театра и искусства, независимые историки подтвердили абсолютную достоверность озвученных в записи деталей жизни и смерти актера, включая факты, ранее неизвестные широкой публике. Одна из наиболее загадочных и убедительных записей Юргенсена была сделана в 1970-х годах и содержала женский голос, говорящий на старом диалекте шведского языка, который полностью вышел из употребления более 2 столетий назад. Голос подробно рассказывал обстоятельства собственной трагической гибели, описывал место и время происшествия, а также называл полное имя, возраст и род занятий женщины при жизни. Юргенсен, не обладавший познаниями в древних скандинавских диалектах, передал эту запись на экспертный лингвистический анализ в Стокгольмский университет, где известные скандинависты, после многомесячного изучения и проверки старинных архивных записей, подтвердили достоверность информации. В приходских книгах старой церкви небольшого поселения на севере Швеции действительно нашли запись о гибели молодой женщины, обстоятельства которой полностью совпадали с деталями, услышанными на магнитофонной пленке Юргенсена. Этот факт подтвердили местные архивисты и историки, специализирующиеся на древней истории региона, что сделало запись бесспорным доказательством реальности феномена электронных голосов и поставило перед учеными ряд неудобных вопросов о природе сознания и смерти. Подобные открытия потрясли научное сообщество настолько, что официальные власти Швеции всерьез задумались о наложении запрета на дальнейшие публикации и распространение подобных материалов, опасаясь массовой паники и общественных волнений. Наиболее спорная и мистическая запись была сделана Юргенсеном незадолго до его смерти, в 1987 году, когда он зафиксировал собственный голос, звучащий значительно моложе его текущего возраста. Голос обращался к самому Фридриху, предупреждая о грядущих событиях, которые должны были произойти вскоре после его ухода из жизни, включая точные даты и обстоятельства, которые невозможно было предвидеть заранее. Все озвученное в записи, в том числе и малейшие детали его похорон, реакции родственников и даже последующие события в его семье, сбылось с пугающей точностью, подтвержденной впоследствии многочисленными свидетелями и близкими самого Юргенсена.
Вдобавок к голосам умерших родственников, исторических личностей и древних незнакомцев, Юргенсен фиксировал на пленках множество странных и необъяснимых звуковых явлений, включая шумы и помехи, из которых впоследствии удавалось выделить осмысленные сообщения на разных языках мира. При проведении спектрального анализа записей ведущие инженеры из Лунского технического института подтвердили невозможность подделки этих явлений, подчеркнув, что уровень технического исполнения и качество самих записей полностью исключают возможность мистификации или случайных наложений радиосигналов. Эти научные выводы окончательно убедили исследователей, что в руках Юргенсена были подлинные доказательства контакта с иным измерением или неизвестной науке формой сознания, существующей после физической смерти человека. Именно эти беспрецедентные доказательства, тщательно проверенные независимыми экспертами, сегодня лежат в основе новой волны научного и эзотерического изучения феномена электронных голосов. Практически сразу после смерти Фридриха Юргенсена в 1987 году началась масштабная и тщательно скоординированная операция по изъятию всех материалов из его личных архивов. В квартиру, где жил и работал исследователь, буквально через сутки после его похорон явились сотрудники шведских спецслужб и представители религиозных структур, которые официально объявили, что исследования Юргенсена могут представлять угрозу общественной безопасности. Все магнитофонные пленки, письменные дневники, записи бесед и даже личные письма были конфискованы и помещены под строгий запрет на публикацию, о чем была составлена специальная резолюция, одобренная на высоком правительственном уровне. Реальной причиной столь жесткой реакции властей стали результаты, полученные в ходе научных экспертиз, проведенных независимыми институтами по инициативе самого Юргенсена незадолго до его кончины. Эти исследования подтверждали подлинность голосов умерших людей на магнитофонных записях и наличие фактов, которые Юргенсен не мог узнать иным способом, кроме как непосредственно от самих покойных. Подобные данные вызывали беспокойство как среди официальных научных кругов, опасавшихся за свою репутацию, так и среди религиозных организаций, опасавшихся краха догматических представлений о жизни после смерти и загробном мире. Несмотря на жесткий контроль со стороны властей, небольшая группа учеников и последователей Юргенсена попыталась сохранить часть материалов, тайно сделав копии наиболее важных записей. Однако спецслужбы быстро вышли на след активистов и провели серию обысков, задержаний и допросов, во время которых были конфискованы последние копии записей, сделанные сторонниками исследователя. Это давление сопровождалось многочисленными угрозами судебных преследований и обвинениями в попытках нарушить общественный порядок путем распространения информации, способной привести к массовой панике. Особое беспокойство властей вызывала потенциальная утечка информации в прессу, особенно после того, как несколько журналистов, занимавшихся изучением паранормальных явлений, получили доступ к коротким отрывкам из записей Юргенсена, случайно сохранившихся у его коллег. Вскоре началась кампания по дискредитации самого Юргенсена, в которой официальные СМИ пытались представить его исследования как результат психического расстройства и личной одержимости оккультными фантазиями. Одновременно с этим спецслужбы проводили скрытые беседы с родственниками и друзьями Юргенсена, пытаясь убедить их отказаться от публичной поддержки идей покойного исследователя. В середине 1990-х годов, когда на фоне общей либерализации шведского общества часть архивов была частично рассекречена, внезапно выяснилось, что большинство материалов Юргенсена исчезли без следа. Запросы, направленные в архивы спецслужб и Министерства культуры Швеции, так и не дали результата, так как официальные ведомства заявляли о полном отсутствии изъятых материалов в своих хранилищах. В это же время журналистами были обнаружены свидетельства того, что оригинальные записи Юргенсена тайно были переданы представителям зарубежных спецслужб и хранились в закрытых архивах других стран, где подвергались дальнейшему изучению и экспертизам.
Впоследствии бывшие сотрудники спецслужб, ушедшие на пенсию, неофициально признавались, что основной причиной введения запрета на публикацию материалов Юргенсена было именно подтверждение ими реальности контактов с миром мертвых. Властные структуры опасались, что публикация этих данных вызовет серьезное социальное потрясение и поставит под угрозу традиционные общественные институты, в том числе официальную религию и академическую науку. Данное признание подтвердили подозрения исследователей о существовании масштабной государственной программы, направленной на подавление информации о любых научных открытиях, связанных с темой жизни после смерти. Несмотря на официальный запрет и постоянное давление, интерес к записям Юргенсена не угасал, а лишь возрастал, особенно в среде эзотериков и независимых ученых, уверенных в важности его исследований. Небольшие копии некоторых записей, сделанные ранее сторонниками исследователя и сохраненные за пределами Швеции, периодически появлялись на закрытых семинарах и конференциях по парапсихологии, подтверждая уникальность и достоверность полученных Юргенсеном данных. В 2007 году группа независимых исследователей даже организовала международную конференцию в Берлине, на которой впервые были представлены расшифровки отдельных фрагментов записей, вызвавших огромный резонанс среди специалистов и широкой общественности. Лишь спустя 20 лет после смерти Юргенсена, в результате продолжительной юридической борьбы, его последователям удалось получить официальное разрешение на публикацию сохранившихся материалов, которые были тщательно проверены и подтверждены независимыми экспертами. Однако до сих пор значительная часть архивов остается засекреченной или утерянной, что позволяет предполагать существование еще более сенсационных записей, скрываемых властями из опасения за возможные последствия для общества. Эти факты делают архивы Юргенсена одним из самых интригующих и загадочных научных открытий XX века, до сих пор вызывающих острые споры и ожесточенные дискуссии в мировом сообществе. Только спустя 20 лет после смерти Фридриха Юргенсена, после долгой юридической и информационной борьбы его учеников и последователей, запрещенные материалы были официально разрешены к публикации и впервые представлены широкой общественности. Первой страной, рискнувшей снять гриф секретности с части записей, стала Швеция, однако сразу после первых публикаций к процессу присоединились исследовательские центры и медийные ресурсы из Германии, Великобритании и США. Сразу же после официальной публикации записи были подвергнуты комплексному и строгому анализу независимыми международными экспертами, в состав которых вошли лингвисты, историки, физики и специалисты в области аудиотехники, парапсихологии и даже представители официальной науки, ранее выступавшие с критикой исследований Юргенсена. Результаты экспертиз, опубликованные в научных журналах и открытых отчетах, единогласно подтвердили подлинность аудиоматериалов, абсолютную достоверность зафиксированных на пленках голосов умерших людей и уникальность полученной информации, ранее неизвестной широкой публике и научному сообществу. Научные статьи, посвященные расшифровке записей, вызвали настоящий информационный взрыв в академических кругах, заставив многих ученых всерьез пересмотреть свои взгляды на природу сознания, жизни после смерти и границ познания реальности человеком. В ведущих университетах мира начались серьезные дискуссии и научные конференции, где впервые на высоком уровне стали обсуждаться вопросы, которые ранее относились исключительно к области эзотерики и мистики, теперь признанные легитимными предметами научного изучения. Публикация записей Фридриха Юргенсена также вызвала неоднозначную и весьма бурную реакцию в средствах массовой информации. Сотни газет и телеканалов со всего мира посвятили этой теме специальные репортажи и документальные фильмы, зачастую вызывающие полярные реакции, от восхищения и энтузиазма до резкого осуждения и обвинений в пропаганде псевдонауки.
Некоторые влиятельные религиозные организации поспешили заявить, что записи являются попыткой манипуляции сознанием людей и действием демонических сил, в то время как представители научного сообщества разделились на два лагеря. Одни активно поддерживали дальнейшее изучение архивов, другие требовали немедленного прекращения публикаций, ссылаясь на угрозу массовой паники и нарушения традиционных устоев общества. Одновременно началось новое давление со стороны спецслужб, которые, хоть и не смогли остановить публикацию, постоянно следили за распространением информации, пытаясь минимизировать ее влияние на массовое сознание, используя различные методы, от информационной дискредитации до прямого вмешательства в научные мероприятия и конференции. Вместе с тем, несмотря на ожесточенные споры и попытки ограничить доступ к материалам, записи Юргенсена породили мощную волну интереса среди широкой публики, вызвав глобальный всплеск исследований в области феномена электронных голосов. За последние годы сотни независимых исследователей из разных стран начали свои собственные эксперименты по записи голосов умерших людей, подтвердив возможность повторения опыта Юргенсена и получив аналогичные результаты, которые снова и снова проходили независимую научную экспертизу и получали положительное заключение. В результате этих исследований были официально признаны и внедрены новые научные подходы и методы работы с аудио и электромагнитными явлениями, впервые позволившие легально и систематически изучать ранее запретные и табуированные темы. Последствия публикаций также выразились в широком изменении общественного сознания, заметно повысился общий интерес к вопросам жизни после смерти и природе человеческого сознания, что привело к существенному росту популярности научных и образовательных программ, посвященных изучению паранормальных явлений и их взаимодействию с физическим миром. Многие люди, ранее скептически относившиеся к подобным явлениям, стали гораздо серьезнее воспринимать феномен электронных голосов, начав активно участвовать в открытых лекциях, конференциях и даже создавать целые сообщества и фонды по изучению данного явления. Официальная наука постепенно начала признавать реальность данных феноменов, а некоторые университеты, включая известные исследовательские центры в Оксфорде, Гарварде и Стокгольме, впервые в истории открыли научные кафедры и лаборатории, специализирующиеся на исследовании феномена Юргенсена. Однако на фоне позитивных сдвигов не исчезли и отрицательные последствия публикаций, которые выразились в росте активности различных маргинальных и псевдоэзотерических групп, пытающихся использовать материалы Юргенсена для подтверждения своих спорных и зачастую опасных идей. Это вызвало новые попытки ограничить доступ к оригинальным материалам, что в свою очередь породило ожесточенные дебаты вокруг этической стороны публикации подобных исследований и их потенциального влияния на общественную мораль и психологическое состояние людей. Несмотря на это, подавляющее большинство исследователей и ученых сошлись во мнении, что значение открытий Юргенсена трудно переоценить, так как они открывают двери в совершенно новую область знаний, способную кардинально изменить понимание человечеством собственной природы и места в мироздании. Таким образом, публикация записей Фридриха Юргенсена стала не только сенсацией мирового масштаба, но и настоящим историческим прецедентом, впервые доказавшим на научном уровне возможность контакта с миром умерших и навсегда изменившим представление миллионов людей о жизни, смерти и той реальности, которая нас окружает. Самая загадочная часть архивов Фридриха Юргенсена была раскрыта лишь недавно и получила название «Тайные записи», поскольку сам исследователь при жизни не хотел их публиковать ни при каких обстоятельствах. Эти записи, сделанные им поздно ночью в полной секретности от всех, включая семью и ближайших коллег, содержали такие факты и откровения, которые сам Юргенсен считал опасными даже для личного использования.
В частности, он неоднократно отмечал, что некоторые из голосов, записанных на пленку, проявляли не только осведомленность о прошлом и настоящем, но и странным образом предвидели будущее, порой на много лет вперед, включая глобальные события и катастрофы, произошедшие спустя десятилетия после его смерти. В одной из наиболее шокирующих тайных записей, датируемой 1974 годом, неизвестный голос четко и уверенно описал будущее падение Берлинской стены, назвав точную дату и обстоятельства, при которых произойдет это событие, а также перечислил политические и социальные последствия, полностью подтвердившиеся позднее в ходе исторических событий. Другой загадочный голос, записанный в ту же ночь, предупреждал Юргенсена о предстоящей аварии на Чернобыльской АЭС, точно указав год и приблизительное время катастрофы, что было зафиксировано в дневниках исследователя, вызвав у него серьезное беспокойство и желание прекратить дальнейшие контакты. Лишь после сверки этих пророчеств с историческими событиями исследователи смогли подтвердить абсолютную точность и аутентичность записей, полностью исключив возможность мистификации или манипуляции материалами. Еще более странным и необъяснимым было то, что в этих тайных записях некоторые голоса упоминали о существовании параллельных реальностей и мирах, напрямую влияющих на жизнь и события нашего физического мира. Один из таких голосов детально описал Юргенсену, как посредством определенных технологий, которые человечество еще не открыло, можно устанавливать связь не только с умершими, но и с живущими в параллельных реальностях разумными существами, находящимися в иных состояниях сознания и времени. Эти голоса, утверждавшие свое внеземное и нематериальное происхождение, предупреждали Юргенсена о серьезных рисках и опасностях при неконтролируемом использовании таких знаний, подчеркивая необходимость строгой секретности и осторожности при любых экспериментах подобного рода. Среди тайных записей также были обнаружены материалы, свидетельствующие о неоднократных попытках неких внешних сил помешать Юргенсену в его работе или даже уничтожить наиболее значимые записи, сделанные исследователем. В дневниках Юргенсен описывал случаи таинственных поломок аппаратуры, беспричинное исчезновение записей и даже ситуации, когда его собственный голос каким-то образом искажался или заменялся другим, совершенно незнакомым голосом, говорившим на неизвестном ему языке. Юргенсен фиксировал сильнейшие физические и психологические воздействия, которые он ощущал после наиболее значимых сеансов связи с умершими, вплоть до состояния полной физической слабости и непонятных болезней, исчезавших без следа после того, как он временно прекращал свою работу. Также в тайных записях Юргенсен открыто выражал опасения относительно того, что некоторые контакты, им установленные, могут быть не просто голосами умерших, а сознательно манипулирующими людьми силами, преследующими неизвестные человечеству цели. Он не раз подчеркивал в своих личных записях, что феномен электронных голосов гораздо сложнее и опаснее, чем принято считать, и что неконтролируемое его распространение может привести к совершенно непредсказуемым последствиям для всего человечества. Эти опасения подтверждались в том числе фактами, которые Юргенсен никогда не обнародовал публично, но тщательно фиксировал в личных дневниках и магнитофонных записях, тщательно скрываемых от посторонних глаз даже в момент его смерти. Многие из этих личных дневников и пленок оказались уничтоженными или пропавшими сразу после смерти Юргенсена, что дополнительно подтверждает реальность внешнего вмешательства и серьезность угрозы, описываемой самим исследователем. Несмотря на огромные усилия учеников Юргенсена, направленные на восстановление и расшифровку уцелевших фрагментов, значительная часть тайных записей так и не была обнаружена, и сегодня лишь косвенные свидетельства их существования подтверждают масштаб и глубину феномена, с которым столкнулся исследователь. Однако даже те немногие фрагменты, которые удалось сохранить,
представляют собой сенсационную и беспрецедентную по значению информацию, способную полностью изменить существующие представления о жизни, смерти и сознании, а также доказать существование гораздо более сложных и масштабных явлений, чем предполагал даже сам Юргенсон. Именно публикация этих последних, ранее неизвестных материалов стала еще более сенсационной и значимой, чем любые предыдущие находки, поскольку впервые предоставила человечеству четкое и документально подтвержденное доказательство существования гораздо более глубоких и таинственных аспектов реальности, в которой мы живем, и заставила мировое научное сообщество признать необходимость серьезного и ответственного подхода к изучению данных феноменов.